Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Гороскоп. Неделя с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз всего лишь карты. А истории каждого из нас, они не расскажут о каких-то нюансах, увы, тоже. Но вы люди интуитивные, а тут интуиция играет очень важную роль. И я так думаю, какой-то инсайт вы все равно получите. Или пазл какой-то сложите, может быть, просчитаете какую-то свою ситуацию на пару шагов вперед. Вот давайте узнаем. Я подготовила колоду. И первая карта у нас будет называться «Что важно знать на неделю». А чего не избежать? Или неожиданности на неделе, если таковые будут. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Тогда что нам будет помогать? Достанем еще одну карту, назовем ее «Что от меня скрыто?» От вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, достанем карту. Что у нас будет по финансам? Смотрим энергия. Какова неделя для нас пройдет? Что в личной жизни? И достанем еще одну карту, совет от карт. Что нам подскажут карты? Как они видят эту неделю? Итак, что важно знать? Ну, где-то на стороже придется быть. Хотим мы того или нет. У нас выпадает прообраз Медузы Горгоны, принцессы мечей. И она пострадала из-за своей доверчивости где-то, из-за веры в порядочность богини, да, но тут мы назовем это людей. И где-то высокие моральные принципы, которые были у нее, но не было у всех остальных. Понимаете как? Поэтому в чем-то мы не должны просчитаться. И вот этот меч наготове, как будто от чего-то отказаться. Когда выпадает эта карта, нельзя делать чего-либо по наитию или надеяться на то, что где-то вот как раз, да, порядочность в чем-то сыграет людская, или чьи-то обещания, или наши предположения. Понимаете, тут вот какая-то реальность может пойти вразрез с предположениями, и это будет касаться непосредственно людей. Поэтому говорят нам, что первое, то, что где-то вам обещают люди, они могут этого не сделать, не сдержать свое слово. Отправляясь куда-то на неделе, нужно быть очень внимательному, даже в тех местах, где мы были неоднократно, потому что, ну, вы какой-то подвох может быть. Или со стороны кого-либо, знаете, вот какая-то нечестность, может быть, непорядочность, может быть, это какой-то маленький нюанс, но как будто лучше быть наготове, держать руку на пульсе, но не обольщаться где-то. Более холодная энергия. Вот на эту неделю почему-то вам выпадает эта карта. Значит, будьте внимательны. Неожиданности, приятности. Ну, может быть, вот как раз по тузу кубков, ведь это, знаете, воодушевление, какой-то эмоциональный подъем, радость, счастье, удовольствие, что-то доброе, хорошее, светлое, какой-то, ну, момент или, может быть, день, или, может быть, вся неделя, но есть определенно повод для радости. А радость ведь нас, она где-то так не только окрыляет, но и, может быть, ослепляет, в хорошем даже смысле, да, но, видимо, руку на пульсе с учетом принцессы мечей следует держать. То есть это может быть, смотрите, туз кубков. Все-таки кубки это чаще эмоциональная сфера или сфера нашей личной жизни. Значит, что-то у нас может пройти, допустим, по части личных взаимоотношений или дружеских каких-то взаимоотношений, может быть, и партнерских отношений со знаком плюс, и мы можем где-то так расслабиться. А карта принцессы мечей нам говорит, так вот нет, держи руку на пульсе и холодность мышления, твои верные друзья. Ну, видимо, где-то так. Ну, вот что-то мы не должны как будто пропустить или понадеяться на авось, может быть. Вот такой момент тоже будет. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время или что нам может помешать. Карта император. Ну, у кого-то буквально, может быть, пошли решать какой-то вопрос к высоким чиновникам, и быстро вы его не решите. Конкретный человек. По карте император это лицо, наделенное властью. Или, может быть,
иногда проигрывается как люди, которые принимают важные решения и отвечают, да, за них. Может быть, какой-то документ нам либо не подписали, либо мы встречаем такого человека, который по какой-то причине может упереться где-то на своем, и обойти его будет сложно. Ну, хотя я так думаю, что маловероятно, это скорее мы где-то, энергетика такова, все-таки мы энергетику смотрим карт. По императору это когда, знаете, вот я решил, что будет так. И значит, так должно быть. И как-то по-другому быть не может. Словно есть два мнения, мое неправильное. Хотя вам это совершенно не присуще. Но кто знает, может быть, где-то мы захотим настоять на своем, а нам говорят нет. Тут нужен какой-то более гибкий подход, или мы не должны себе как будто в чем-то навредить. Именно из-за того, что прогнуть как-то под себя какую-то позицию нам может захотеться. Или, правда, мы столкнемся с тем человеком. Наверное, будьте аккуратны, если жизнь вот так нас сводит с людьми, которые в форме, например, да, или, как я сказала, с людьми, которые представители власти, или те, которые наделены этой властью, если высокие чиновники. Вот здесь нужно быть предусмотрительным. И если видите, вы ведь интуитивные люди, видите, куда-то не туда пошло дело, лучше остановиться. Это первый способ, понимаете, нежели продолжить какой-то конфликт, либо, хотя о конфликте напрямую не говорят, но все же чему сейчас не время, может быть, мы фразу какую-то бросим, понимаете, и пойдем себе. А слова, они западают в душу. И вот такая небрежно брошенная фраза в двух словах может кому-то осесть, словно в душе, и начнет человек что-то обдумывать, додумывать, там свои какие-то предположения строить. Может быть, одним словом, есть элемент, когда мы будем или можем захотеть именно настоять на своем, и нам это может помешать, как будто сейчас не время. С чем-то мы не должны как просчитаться в плане эмоций, когда мы не видим какой-то реальности. Также не должны испортить какое-то дело, потому что мы продавливаем какую-то ситуацию. Вот есть тут два момента. Будьте внимательны. А что нам будет помогать, давайте узнаем. Но, тем не менее, все же, да, нам будет помогать, когда мы занимаемся только своими делами, вопросами. Девятка жезлов, карта великой мощи в герметической колоде Таро. Вот именно наша физическая форма, она здесь как будто на высоте. То есть у нас достаточно сил. Но силы эти нужно правильно приложить. Первое. Нас не должны застать врасплох. Эта карта дополняет смысл принцессы мечей, о которой я говорила в самом начале. И не занимаемся теми делами, которые кому-то нужны, кому-то больше интересны. А здесь все-таки не включаемся в какой-то процесс, может быть, и не создаем себе проблем. Или не даем кому-то обещаний, мои дорогие. Когда, да, я тебе помогу, можем сказать. А карта нас больше фокусирует на двух направлениях. Первое, если нам как будто что-то угрожает, вот я прям конкретно говорю, как прописано по этой карте. Если нам что-то угрожает или что-то для нас складывается совершенно точно в какой-то минус, вот тогда мы включаемся в данный вопрос, чтобы как-то скорректировать ситуацию. Или, наоборот, что-то складывается в хороший плюс, тогда мы чего-то не должны упустить. Вот и все. Вот все наши действия по этой карте. А все остальное мы просто наблюдаем. Если ничего подобного на неделе не происходит, значит нейтралитет какой-то. И руку на пульсе, и контролируем, опять же. Вот как будто это нам все помогает. Что может быть скрыто, давайте посмотрим. Какая-то неразбериха. Пока вот определиться с чем-то достаточно сложно. Может быть и много информации. Может быть какие-то разрозненные предложения, разные люди. Или это ваши планы, громадье планов. Что-то вы себе запланировали, а на этой неделе, ну, как-то придется либо корректировать, либо наоборот на неделю какие-то возможности перед вами открываются, и мы должны как будто что-то одно выбрать. Понимаете, тут будут как разные предложения, не случайно девятка жезлов. Тут ведь могут быть те предложения, когда я только что сказала, они для нас не несут какого-то смысла, или даже не для души, не для кармана, как будто, да, продолжения не будет. Вот
в эту сторону определенно не надо. Но есть один как будто кубок из 7 кубков, который заслуживает нашего внимания. А еще что скрыто? Если мы берем нумерологию, то любое движение или любая активность, она происходит словно в 6 стадий. А почему вот в колоде Таро 6 всегда является картой победы или победителя, победы в каком-то деле, а следом идет 7. И понятно, что если мы достигаем какого-то эпогея по числу 6, следом идет перезагрузка, какая-то пауза. И вот мы спросили, что будет скрыто. А вот какая-то пауза, перезагрузка, мои дорогие. Не обязательно это какая-то иллюзорность, хотя у кого-то и так проиграется. Нам говорит карта, вот на этой неделе, сколько ты где-то не педалируй ситуацию, ну, будет какая-то либо пауза, по крайней мере, в каком-то одном вопросе. И как будто вам дается этот период, чтобы разобраться, что для вас сейчас в приоритете. Но если что-то становится словно на ту самую паузу, ну, наверное, воспримите это как-то спокойно. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Карта Луна, мои дорогие. Ну, тут вы-то как раз с Луной можете правильно разобраться. И карта интуиции. Но и тысячи неопределенностей, увы, тоже. Тут самое главное — адаптивность. Уметь где-то подстраиваться. Уметь себе не создать проблем. И опять же по двум причинам. Либо вдохновившись или воодушевившись чересчур чем-то, или наоборот, вот одеть на себя, примерить такие доспехи, сесть как в кресло императора, сказать: нет, сейчас будет вот, по-моему, сейчас будете исполнять мой танец. Хотя, опять же, вам это не свойственно. Ну, кто знает, может быть, обстоятельства к этому вот как-то так вас подводят. Так ведь тоже бывает, когда терпение у нас, например, кончается, и даже у самого терпеливого, а вы как раз люди, которые чаще лояльны, идете навстречу, как-то вы так устроены, что вы принимаете позицию другого человека, вы ее как будто прочувствуете, поэтому вы в штыки не нападаете никогда. Но, может быть, какая-то ситуация настолько или какой-то вопрос захочется побыстрее решить, а нам говорят, все равно ничего не ускоришь. И поэтому по карте Луна мы не должны с чем-то поторопиться. Знаете, мы не должны, и правда, какое-то противостояние по Луне, если мы говорим подстраиваться больше. Ну, может быть, не самое красивое слово, адаптивность, может быть, более такое лучшее слово, но, тем не менее, по-другому ты не скажешь. Тут главное какую-то ситуацию не упустить вроде бы как из виду, не сказать никому «да» и не сказать никому «нет», вот сказала бы так, если вопрос касается чего-то важного на повестке дня. У вас на дела, работа, бизнес Луна выпадает. Следовать где-то своей интуиции. Должна добавить еще один момент — избегать толпы. По Луне как раз толпа идет. Потому что что такое толпа? Вот или выражение «меня несет толпа». Мы ведь не контролируем себя. Мы именно как песчинка в каком-то бушующем океане. И поэтому где-то там тоже может быть опасность. Опять же, дополняет принцессу мечей. Мы не должны что-то делать опрометчиво или надеясь на его величество случай. Иногда проходит как будто по Луне такой момент, мы как будто можем оступиться. И знаете почему? Потому что мы чаще чем-то воодушевлены, или мы думаем, что мы полностью контролируем ситуацию, а на самом деле мы ее не контролируем. Ну, есть и такой момент. Но все-таки это Луна, будем говорить. И именно для вас, я так думаю, что она проиграется в плюс. А с плюсом это, знаете, когда мы занимаемся домом, что-то улучшаем, то место нашего комфорта или наша цитадель, мой дом, моя крепость, вот тут все со знаком плюс будет проигрываться. Или, знаете, как наш отдых проигрывается, наши близкие, наши родные или те, с которыми мы чувствуем себя в эмоциональном комфорте тоже. Вот эти все вопросы со знаком плюс. Давайте мы посмотрим, что у нас по финансам. Карта победителя, правда. И по этой карте мы не теряем связь с реальностью, потому что
добиться какой-то победы, значит, вы какой-то вопрос финансовый определенно решите, вы останетесь довольны. Но карта нам говорит, держи все под контролем, потому что в любой момент все может пойти наперекосяк. И победитель, словно зная цену победы, он будет все контролировать. Он не должен как бы сдать своих позиций. И поэтому абсолютный контроль для вас необходим. Вот это дополнение ко всем картам. И теперь уже понятно почему. То есть ваша какая-то надежно прочная позиция, и вам нужно удерживать. Есть и приятности, есть, может быть, и какие-то нюансы, которые так либо притормаживают или ставят в тупик. Ну так значит, ими просто не время заниматься. Анализируйте, делайте выводы, но вердиктов точно не выносим. Что в личной жизни? Ну, маги и волшебники, нечего добавить. Да все как вы захотите, так и будет. Все стихии у вас в руках. Но карта холодная, кстати, она не про любовь. Она про манипулятора великого. Ну вот вам выпадает, вы великие манипуляторы. И правда, когда она выпадает, есть эти, как бы у любой медали две стороны. Если мы не манипулируем, то тогда манипулируют нами. Может быть, кто-то из домочадцев. А почему нет? И близкие иногда бывают тоже нами. Хотят поруководить. Причем так как-то вот, чтобы получилось что-то в их пользу. Но вы задаете тон, понимаете? Поэтому это не обязательно, конечно, личной жизни касается. Это может быть любой вопрос, который у вас на повестке дня для вас очень важен, понимаете? Но и я должна сказать, когда карта мага выпадает, это и не на одну неделю, а у вас карта мага с картой победителя. Что-то настолько весомо значимое в вашей жизни может решаться. И настолько нужно свои позиции сохранять, потому что пройдет вот этот период статики какой-то, да, паузы, как мы сказали, и будут как-то по-своему разворачиваться события. И тогда будет для вас уже как бы перемена, когда куй железо мы говорим пока горячо. Значит, используйте эту неделю, может быть, где-то, чтобы отдохнуть, уделить внимание своим близким, удерживать заданные позиции и все подмечать. Вот это совершенно необходимо. Но, в принципе, пусть у нас на личную жизнь, да, выпадает, но это значит ваша личность вот в такой энергетике. Алхимика, мои дорогие. Совет от карт. Фантастика. Считанные разы за все время у меня выпадают две эти карты, которые, по сути дела, в одной энергетике. Карта силы, ведь это тоже великий манипулятор, девушка слабая, да, которая пытается льву открыть пасть. И лев ей абсолютно как кот домашний подчиняется. Почему? Он не чувствует агрессии. Вот мы с вами про карту императора говорили, да, когда захочется на своем настоять, может быть, уже достало все, ну, извините за выражение, бывает такое, правда. А нам карты говорят, нет, лучше мягко манипулировать, чтобы никто не догадался. Как будто, знаете, настаивать на своем или какую-то точку зрения продавливать, самому себе только вредить. А вот так вот мягко, аккуратно, элегантно, незаметно. И все будет так, как вы хотите. Дважды, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Причем с кем угодно, хоть со львами, хоть с манипуляторами. Вам все по силу, правда? И пользуйся нам, говорит карта, карта совет. У вас ведь сейчас период очень ресурсный. Но помним, что у нас в начале выпадала принцесса мечей. Не случайно, наверное, начался наш прогноз с этой карты. И я напомню в конце прообраз Медузы Горгоны, которая пострадала где-то из-за своей доверчивости и, мои дорогие, из-за зависти, потому что Афина Паллада, которая превратила прекрасную девушку в страшное чудовище, она позавидовала ее красоте, вообще-то. Вот. Поэтому берегите себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.